В морозное февральское утро 2020 года Джессика вышла на улицу, чтобы покормить птиц. На белоснежном снегу она заметила что-то странное, крошечное розовое тельце, едва подающее признаки жизни. Маленькое существо, голое и с прозрачными лапками, с обломанным хвостиком, еле дышало. Угадать в нем бельчонка помогли лишь характерная мордочка и острые коготки. Женщина осторожно подняла найденыша и поспешила в дом. Она сразу поняла, что нужно действовать быстро. Вместе с детьми она подготовила коробку из-под обуви, застелив ее мягким полотенцем, чтобы создать для малыша хотя бы минимальные условия для согрева. Джессика связалась с Центром дикой природы, надеясь на помощь, но услышала только холодный ответ, что шансов у бельчонка практически нет. Однако это не остановило ее. Решив бороться за жизнь найденыша, она начала кормить его специальной смесью через пипетку. Кормление происходило каждые 2 часа, даже ночью. Дети помогали менять подстилку и грели воду для бутылочки. Вскоре за малышом закрепилось имя Стив, символ силы и стойкости. Он оказался настоящим бойцом, с каждым днем набирал вес, а на его розовой коже начал пробиваться нежный пушок. Чтобы не прерывать заботу о бельчонке, Джессика носила его с собой на работу в переноске, и коллеги с удивлением наблюдали, как она ухаживает за крохой. Стив рос, постепенно обретая пушистую шерстку рыжего оттенка. Его короткий хвост приобрел пушистый вид, и, несмотря на его размеры, бельчонок быстро осваивался в доме. Он научился прыгать, прятать орехи в неожиданных местах и строить импровизированные гнезда из салфеток. Джессика и ее дети понимали, что рано или поздно придется отпустить Стива на волю. Весной они начали готовить его к самостоятельной жизни. На заднем дворе появился специальный домик с укромными местами для припасов. Стив медленно осваивался, сначала осторожно выглядывая из укрытия, а затем исследуя ближайшие деревья. Его движения становились все более уверенными, а взгляд – все более свободолюбивым. Вскоре настал момент, которого Джессика боялась больше всего. Однажды утром она обнаружила, что домик пуст. Бельчонок ушел. Она искала его весь день, но Стива нигде не было. Через несколько дней на высоких ветках одного из деревьев она заметила знакомую рыжую шерстку. Стив сидел рядом с изящной бельчихой и наблюдал за своей бывшей хозяйкой. Он выглядел уверенным и счастливым, как будто хотел показать, что с ним все в порядке. С тех пор Стив стал частым гостем. Он прибегал к кормушке за угощениями, но уже не позволял брать себя в руки. А однажды весной произошло настоящее чудо. Джессика увидела, как Стив спустился к кормушке, не один, а с крошечным бельчонком, прижавшимся к его пушистой шерстке. Это был его первенец. Стив гордо смотрел на Джессику, будто говоря: «Посмотри, теперь я тоже стал родителем». Они встретились взглядами всего на мгновение, но в глазах бельчонка читалась благодарность за спасенную жизнь, за шанс на счастливое будущее, за ту заботу, которая помогла ему выжить. Теперь Джессика, глядя на кормушку во дворе, часто вспоминает то утро, когда нашла крохотное, замерзшее существо. Ее история стала напоминанием о том, как важна вера в чудо и готовность помочь. Иногда даже один маленький шаг способен подарить жизнь и оставить след в сердце навсегда. Спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, поделитесь ей с вашими близкими и знакомыми людьми, а также не забудьте подписаться на канал.